Жизнь Хюррем не была простой. Она была воспитана как благочестивая мусульманка в Османском дворце, куда попала в качестве рабыни. Девушка быстро завоевала сердце султана и стала его фавориткой почти сразу. Хюррем не ограничилась статусом любимой наложницы. Впоследствии она вышла замуж за падишаха, чем произвела на свет много сплетен, интриг и домыслов. Нельзя жениться на наложницах. Сулейман это знал, однако нарушил вековые традиции. Одной из самых загадочных личностей женщин Османской династии является именно Хюррем. Правило 3 произношений, так часто применяемое в мусульманских традициях, было нарушено Сулейманом не один раз, когда он принимал решения в отношении своей любимой женщины. Мы часто в турецких сериалах слышали правило 3 раз. Давайте вспомним. Согласна ли ты выйти замуж за сына Сулейман-Шаха Эртугрула? Согласна. Ты согласна? Согласна. Ты согласна? Согласна. Прости, Аллах, нам все наши грехи. Прости 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 наши грехи. Так же легко у мусульман, кто знает, можно и развестись. Для этого достаточно 3 раза произнести одно слово «развожусь». Так чем же Хюррем отличалась от других женщин, наложниц и представительниц Османской династии? То, что западники называли сексуальным гнездом гарем султана, связано с их невежеством. По утверждению историков, гарем был гнездом порядочности и школой, где девушки обучались не только общей грамотности, но и жестким мусульманским обычаям, которые должна соблюдать любая женщина. Османский гарем был запретным городом, войти и выйти из которого могли далеко не все. Там жили сотни женщин в разном статусе, но все они попадали туда исключительно в очень молодом возрасте, а то и маленьком, которых выбирали по красоте и уму. О Хюррем писали западные источники, что она очень умна, но некрасива. Однако не стоит забывать, что если наложница не обладает достаточным умом и привлекательностью, она не попадет в покой султана. Роксолана, как называли Хюррем западные послы и писатели, родила падишаху 5 детей и стала главной и единственной женой султана. Мы много говорим о косяке повелителя, но ни разу не собирали все грехи Сулеймана в одном видео. Давайте заполним этот пробел в нашей истории. Друзья, я допускаю одно упущение и не напоминаю вам про наше сообщество. На вкладке канала «Сообщество» подписчики канала, кто поставил колокольчик рядом с видео, участвуют в вопросах, получают новую интересную информацию, делятся своими впечатлениями и мнением. Там публикуется все то, что остается за кадром видео на канале «Империя». Приглашаю вас в сообщество, становитесь подписчиком нашего канала. Для начала окончательно убедимся, что Хюррем уничтожила все нельзя. А что было нельзя? Нельзя. Ты больше ни одного слова не запомнила? Да, нельзя. Прекрасная память. Итак, нельзя устраивать шум, нельзя подглядывать за другими, нельзя привлекать внимание, нельзя сплетничать и дерзить, нельзя с мужчинами видеться, нельзя. Но это цветочки по сравнению с тем, какие были нарушены традиции. Одна наложница, один шахзаде. Правило было нарушено. Нельзя жениться на наложницах. Сулейман взял Хюррем в законные жены. У падишаха может быть 4 жены. Здесь султан пренебрег традициями и после женитьбы на Хюррем стал моногамным султаном. Он не имел больше сексуальных связей ни с одной женщиной. Что уж там говорить о втором и другом браке Сулеймана. Мать шахзаде обязана уехать с ним в Санджак после его назначения и проживать с ним там без права вернуться во дворец.
Только в случае престолонаследия она могла приехать в Топкапы в качестве валиде-султан. Хюррем не сопровождала ни единого своего сына. Она и после их отправки в Санджаке оставалась рядом с султаном. Гаремом управляет мать султана валиде-султан. Ну где уж там. После смерти матери Сулеймана власть в гареме перешла к его жене Хюррем. Мне одно только кажется, что таким образом Сулейман сразу дал понять, чей сын будет султаном. Можно ли сказать, что это все отличия Хюррем от других наложниц османского гарема? Думаю, что нет. Эта загадочная женщина, чья жизнь даже сегодня является предметом многих книг, фильмов и театральных постановок, скончалась в 1558 году на 6 или 8 лет раньше своего любимого мужа, падишаха. Она произвела такой переворот в представлении османов о женщинах султана, что ее помнят и о ней говорят спустя даже 500 лет. А какие отличия Хюррем от других наложниц знаете вы, друзья? Поделитесь с нами в комментариях.